Для меня свобода — это чувство, когда ты сам можешь решать куда, как и самое главное зачем. Для меня свобода всегда была связана с финансовой независимостью, когда отсутствие денег не загоняет тебя в рамки. Наши предки были более свободны, чем мы сейчас. Еще до сельскохозяйственной революции они без всяких высокотехнологичных изобретений смогли заселить и Австралию, и Америку. Правда, они там съели 90% всех животных, но тогда у них не было возможности быть разборчивыми в еде. Конечно, работа важна. У меня пока нет других вариантов. Но давно есть желание попробовать что-то новое. Принято считать, что первые сапиенсы могли удовлетворять лишь свои базовые потребности. Но это не так. Сейчас мы абсолютно точно знаем, что они занимались и музыкой, и наскальной живописью, и создавали монументальные мегалитические постройки. Абсолютно точно смотрели на звезды и задавали себе вопросы, кто мы и зачем здесь. У нас сегодня вообще ни на что нет времени. Хотелось бы как-нибудь это исправить. Вот на самом деле, как хомячки в колесе. Просыпаемся, работаем, идем в магазин, едим, смотрим кино, потом опять спим. С этим нужно что-то делать. Я привыкла к комфорту. Мне хочется иметь возможность спать в тепле, принимать каждый вечер душ, покупать новые вещи. Но если это мой максимум в жизни, я с этим не согласна. Нужно что-то большее. Уже давно хотелось пожить в лесу. Это будет такой эксперимент. Возможно, что у нас получится там добыть еду, построить дом и найти время для собственной жизни и собственных мыслей. А куда ты гречку положил? Это первый день, и мы ожидали немного иного. Мы ожидали, что мы придем в хвойный лес, и здесь не будет столько травы, не будет столько насекомых, что здесь будет большая река, а не маленький какой-то ручеек. Ну, в общем, все, что мы успели, это натянуть тент, поставить палатку, немного нафильтровать воды, и мы даже не знаем, пойдем ли мы готовить еду. Отсюда так не хочется выходить. Мы просто нафильтровали воды и пьем ее сырой прямо, и даже не кипятили. Здесь очень тесно, и нам приходится всегда сидеть, лежать в обнимку. Потому что если ты прислоняешься к этой китайской москитной сетке, то ее тут же прокусывают комары, мошки, пауты, и все, и хана. Все руки покусанные, лица покусанные, везде красные точки, такие следы, уже опухоль появляется. В общем, местные жители встретили нас максимально гостеприимно. Сейчас нам нужно что-нибудь поесть, и хорошо, что мы взяли с собой небольшой запас еды, а потом отправимся на разведку, чтобы понять, что это за место такое. Самые важные и интересные места нанесем на карту. Буквально в сотни метрах от нашей стоянки находится река. Мы назвали это место каменным берегом. Нам хочется построить хижину, и камни могут стать для нас очень важной находкой. Чтобы перейти на другую сторону, используем упавшие деревья, которых здесь очень много. Именно из-за бурелома по этой реке не сплавляются, да и мелкая она. Похоже, людей здесь вообще не бывает. По крайней мере, нам до сих пор не попалась ни одна тропинка. Вдоль берега достаточно много кустов смородины, а еще мы нашли длинные вьющиеся стебли хмеля. Это отличная альтернатива веревке. Будем иметь в виду. В западной части большие завалы леса, но приходить нам сюда придется, потому что тут находится очень большой малинник.
Наверное, именно здесь самые высокие шансы встретить медведя. Это лето выдалось очень засушливым, поэтому ягод мало, а грибов пока что вообще нет. И меньше всего нам сейчас хочется конкурировать с местными хищниками за еду. Идем дальше. С юга к нашей поляне ведет заброшенная лесная дорога и упирается в заболоченный тупик. Слева и справа нам иногда встречается черемуха, а в нескольких десятках метров бежит маленький лесной ручей. Он еще меньше нашей речки. Передвигаться по такому густому лесу непросто. Разведка отнимает много времени и сил. Самое время возвращаться. Через несколько часов сядет солнце, а нам еще нужно успеть приготовить ужин, да и отдохнуть после длинного перехода будет не лишним. Устала? Зачем ты на коленях стоишь? Я хочу посидеть, полежать, а здесь негде полежать, поэтому на коленках. А еще у нас неудобная скамеечка. Точнее, она удобная, но недолго на ней можно сидеть, устаешь. А лучше сделай, ты не хочешь скамеечку? Я не умею. Ну, наверное, надо будет подумать. Так ты сделаешь. Ты же умеешь. Кресло-качалку у меня завтра. Ты сделаешь. И гамак. На гамак ты, наверное, не сможешь, а кресло-качалку сделай. Засыпаю. Ночью лес сильно меняется. Он звучит иначе, ощущается и пахнет иначе. Марина с непривычки испугалась. Спрашивала, придет ли к нам медведь? Да кто ж его знает? Может и придет. Но вместо медведя пришел дождь. Спать в таком домике, когда гремит так, что трясется земля, не менее страшно, чем встретиться с хищником. Если молния угодит в одно из ближайших деревьев, мало нам точно не покажется. Дождь, дождь, дождь. Целый день. Хоть навес из пленки успели повесить. А так бы сидели, согнувшись в 3 погибели под москитной сеткой. А хотели сходить за ягодой, заняться изготовлением мебели. Ну вот так вот. Иногда погода меняет все планы. Мы пошли умываться на речку и увидели большущий дым на поле. Сумасшедший 3-й день, который начался с пожара. У нас сгорела полянка примерно 3/6. И этот огонь, он едва-едва не добрался до нашего тента. А все почему? Потому что когда мы ушли, ветер поднялся такой сильный, что перекинул огонь на сухую траву, и все. Мы еле успели потушить, когда сюда прибежали. Затем мы пошли стирать наши вещи. После стирки мы натянули веревку над нашим тентом. И У нас сломалась центральная перекладина тента, и все рухнуло. А в этот момент начался дождь, и потом гроза вообще началась. В очень неподходящее время. затем Никита решил сделать стул
Но когда уже было все готово, уже осталась последняя веревочка, которую нужно было завязать, отломилась ножка. А, потом я делал пилу, значит, и у меня сломалась палка, и я ее пытался укрепить. Но эта палка, которую я пытался укрепить, она тоже сломалась. А вчера еще мы пошли и попали под дождь. Под грозу, точнее, мы не успели добежать обратно. И это каждая неудача, она как бы обесценивает твои усилия. Причем здесь это не так просто, что ты что-то делаешь. Здесь, когда невероятно светит солнце, некуда от него спрятаться, ты работаешь под ним, постоянно потеешь. На пот слетаются пауты, мухи, комары, все вообще подряд насекомые, которые могут только быть. Снова появилось солнце. И вообще ничего не хочется делать, потому что ты встаешь и сразу сталкиваешься с какими-то препятствиями. Нужно переодеваться в грязную, вот эту вот заношенную уже одежду, она уже пахнет, она уже пропитана дифтамидом, но мы не можем ее постирать, потому что у нас хоть и есть запасная, но это как наши скафандры такие. Когда мы выходим в открытый космос, они нас защищают от всех, от всех, от всех. Затем нужно отфильтровать воду, нужно сделать костер, нужно поставить котелок, заварить кашу. Дома все гораздо проще. Ты просто встаешь, идешь умываешься, открываешь кран, там вода сама льется. Вот, ты умываешься, после этого ты ставишь электрический чайник, он у тебя кипятит воду, сколько надо, в любых количествах. Вот здесь все очень усложнено, и даже из палатки выходить не хочется. Я иногда там валяюсь по 15-20 минут. Поэтому у нас нет стула, и у нас есть полдня работы, которая потрачена впустую сквозь усилия на жаре. Ну ничего, сегодня все получится. Я уже, может быть, в шутку, а может быть, всерьез говорю, поехали домой. Марина говорит, поехали. Но не поедем. Через 17 дней, да. Должно быть, у зрителя возник вполне закономерный вопрос. А чего же вам дома не сидится, если в лесу столько проблем? И он очень точно попадает в цель. Да только люди самые большие скачки в своем развитии совершают тогда, когда сталкиваются с не менее большими трудностями и испытаниями. Вот и мы отправились искать приключения на то самое место, через которое проходит кривая жизненного опыта.